Приветствую вас, дорогие! Я рада снова встретиться с вами в этой весенне-летней видеоистории. В ней я поделюсь такими прекрасными моментами этих долгожданных теплых дней, которые так стремительно ворвались в нашу жизнь. Теплые дни как будто бы предназначены для того, чтобы искать и, конечно же, впускать в нашу жизнь красоту. И с открытым сердцем каждый день можно отправляться в какие-то новые маленькие путешествия и открывать для себя самые прекрасные уголки. В такие моменты я всегда напоминаю себе, что время слишком ценно и быстротечно, чтобы тратить его впустую. Чем больше я это осознаю, тем меньше мне хочется загружать свой день излишними делами, излишне беспокоиться и суетиться по пустякам. И я продолжаю учиться жить в медленном темпе, очень неторопливом и осторожном. Больше видеть, больше чувствовать, уметь на мгновение остановиться. Иногда хочется добавить в интерьер что-нибудь новенькое, а еще приятнее, когда это можно сделать своими руками. И сегодня я буду делать доску для заметок. Размер доски будет 27 на 41 сантиметр. Основой я буду использовать холст на подрамнике. Он у меня уже был, но также можно взять любой толстый картон, либо кусочек теплоизоляционной плиты. Чтобы доска получилась более мягкой и такой воздушной, я использую кусочек синтепона. Прокладываю его между холстом и кусочком хлопковой ткани. И приступаю к закреплению синтепона и ткани на краях рамы с внутренней стороны. Для этого я использую степлер. Во время закрепления нужно аккуратно загибать края ткани вовнутрь. Использовать умеренное натяжение и следить, чтобы нигде не образовывались большие складки. Сложнее всего закрепить в уголках рамы. Для этого я аккуратно подрезала излишки ткани. На задней стороне доски можно закрепить шнурок, и тогда доску можно будет повесить на стену. А свою доску я просто хочу красиво поставить на столе, поэтому не буду пришивать шнурок на заднюю сторону. А теперь перехожу на внешнюю сторону и буду пришивать перламутровые пуговки-ракушки. Мне потребуется 8 пуговок. Я их раскладываю симметрично в тех местах, где буду их пришивать.
И остался последний штрих. Нужно закрепить шнурок за пришитые пуговицы. Такая доска может быть очень функциональной. На ней можно закреплять разные заметки, красивые картинки и составлять коллажи. И, конечно же, она является украшением интерьера. Но самое главное, такая небольшая деталь, созданная своими руками, способна принести большую радость в нашу повседневность. А еще нам удалось реализовать одну из более крупных идей. Разглядывая как-то фотографии на Pinterest, я вдохновилась красивой садовой сушилкой. Хотелось, чтобы получилась такая легкая конструкция, которая бы стала украшением сада. В местном строительном магазине мы приобрели все необходимое и сразу же принялись за работу. Основа сушилки из бруска 50 на 50, длиной 2,2 метра. И совет: не совершайте нашу ошибку, не покупайте сухой клееный брусок. Лучше для этого использовать сухой шлифованный брусок, не клееный. А для украшения мы использовали деревянный резной наличник из сосны. Чтобы без труда закрепить веревку на сушилке, мы использовали специальные петли-шурупы. Когда опоры сушилки были готовы, я приступила к ее покраске. Для этого я выбрала белый цвет, изначально такой, какой и хотела. Чтобы установить сушилку, и она хорошо и крепко стояла, использовали специальные забивные опоры.
Самые прекрасные моменты жизни очень просты, и от этого они навсегда остаются в нашей памяти. Когда я в первый раз развешивала белье на своей новой сушилке, я уловила это невесомое чувство счастья от простых вещей. Истинная красота несет в себе простоту. Она такая неуловимая и легкая, когда утром выходишь в сад, и ты слышишь щебетание птиц и легкое дуновение ветра. Такая красота мне необходима. Она является и утешением, и вдохновением. Давайте наслаждаться ей там, где она есть, и никогда не забывать об этом. Ведь истинная красота нашей повседневной жизни, она повсюду. Для моего душевного спокойствия, внутренней гармонии очень важно бывать наедине с собой. Для этого я даже встаю немного раньше. Завариваю себе травяной чай, беру любимую книгу и выхожу в сад, чтобы насладиться всем тем прекрасным, что нам готовит предстоящий день. Так я проявляю любовь к себе. Ведь на самом деле невозможно любить мир, не полюбив безусловной любовью себя. Но порой это оказывается уж очень сложной задачей. Недовольство, тревоги, неприятие и, конечно же, страхи — все это и есть отсутствие любви к себе, неприятие себя и нашей жизни в целом. Поэтому периодически нужно брать себя за руку и уводить в свой прекрасный сад, где можно любоваться красотой, простой красотой повседневности. В этом году мы так долго ждали теплых дней. Еще в начале мая был снег, и казалось, что эти дни никогда не наступят. Но как это бывает в жизни, за каждым самым пасмурным днем всегда наступает солнечный, прекрасный день. Так и в этот раз в середине мая все зацвело, зазеленело, стало очень тепло. И мы принимаем этот подарок и радуемся каждому новому теплому дню. И в завершение нашей видеоистории я еще раз хочу напомнить о том, что все самое прекрасное в жизни кроется в простых вещах, а именно в нашей повседневности. Каждый день находить какие-то новые поводы для радости, а может быть завести традицию, например, чаепитие в саду с любимой посудой и выпечкой, сделанной своими руками. Или пусть это будет легкий и непринужденный пикник на природе, когда мы захватим с собой корзину и любимую книгу. Неважно, что именно это будет, главное, чтобы это приносило радость нашей душе и заставляло нас улыбаться и радоваться каждому новому дню.
Пусть в эти теплые дни в вашей жизни случится множество восхитительных и удивительных открытий повседневности. И, конечно же, мы с вами встретимся вновь уже совсем скоро. До новой скорой встречи!